Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Алиса всегда считала себя гражданином мира. В ее загранпаспорте не осталось свободного места для штампов. Морозные фьорды Норвегии сменялись неоновым шумом Токио, а пряные рынки Марракеша — строгой архитектурой Лондона. Она коллекционировала впечатления, как другие коллекционируют почтовые марки, но внутри всегда оставалось чувство недосказанности. Будто она смотрит на мир через витринное стекло. Красиво, познавательно, но безопасно и отстраненно. Африка была ее давней, почти сакральной мечтой. Не та курортная Африка с пятизвездочными отелями, а настоящий пыльный и непредсказуемый континент, который называют колыбелью человечества. Подготовка заняла почти год. Алиса не привыкла полагаться на удачу. Она зачитывалась трудами натуралистов, изучала карты миграции животных, прошла полный курс вакцинации и превратила свою квартиру в склад высокотехнологичного снаряжения. В ее рюкзаке лежали лучшие бинокли, одежда из дышащих тканей цвета хаки и профессиональная камера с мощным объективом. Она была готова ко всему, или ей так казалось. Влажный горячий воздух Найроби ударил в лицо прямо у выхода из самолета. Город встретил ее какофонией звуков, криками уличных торговцев, гудками старых джипов и ароматом жареного мяса и пыли. У выхода из терминала ее ждал Даниэль. Это был высокий, жилистый мужчина из племени Масаи, сменивший традиционное красное одеяние на практичную форму гида. Его улыбка была такой широкой и искренней, что Алиса сразу почувствовала, она в надежных руках. «Добро пожаловать домой, Алиса», — сказал он, пожимая ей руку. «Мы здесь все верим, что каждый человек когда-то вышел отсюда. Ты просто долго была в гостях у остального мира. Первая ночь в пригороде Найроби стала для нее откровением. Алиса привыкла к шуму городов или тишине отелей, но здесь тишины не существовало. Едва солнце скрылось за горизонтом, мир наполнился шорохами. Сидя на террасе своего бунгало, она услышала возню. Десятки теней мелькали в свете луны. Банда бабуинов устроила ревизию в саду. Их резкие вскрики, напоминающие кашель, и бесцеремонное поведение дали понять: здесь человек не хозяин, а лишь временный гость, которому позволили понаблюдать. Маршрут лежал на юго-запад, в легендарный заповедник Масаи-Мара. Когда их открытый внедорожник пересек невидимую границу парка, Алиса затаила дыхание. Перед ней открылась саванна, бесконечный золотистый океан травы, усеянный редкими зонтичными акациями. «Смотри», — Даниэль указал на горизонт. Там, в мареве горячего воздуха, двигалась черная полоса. Великая миграция. Тысячи, десятки тысяч антилоп, гну и зебр шли единым потоком. Это было величественное и одновременно жуткое зрелище. Алиса видела в бинокль, как по краям стада рыщут гиены, санитары саванны, выжидающие слабых. В воздухе висело напряжение. Жизнь и смерть здесь не были врагами, они были партнерами в вечном танце. Даниэль оказался ходячей энциклопедией. Он не просто называл виды животных, он рассказывал их истории. «Видишь ту акацию? Там спит леопард». Он затащил добычу наверх, потому что знает, львы не поленятся отобрать ее на земле. В саванне нет понятия «жадность», есть только выживание. Вечера были наградой за пыльные дороги. Африканские закаты не были похожи ни на одни другие. Небо превращалось в палитру из невозможных оттенков. От ярко-лимонного до глубокого фиолетового. А на фоне этого великолепия застывали черные силуэты слонов, медленно идущих к водопою. На четвертый день случилось то, что Даниэль назвал проверкой на прочность. Они выследили прайд львов, отдыхавших после удачной охоты.
6 львиц и один огромный самец с густой темной гривой лежали в высокой траве всего в 10 метрах от дороги. Даниэль заглушил мотор, чтобы не беспокоить животных. Тишина стала абсолютной. Алиса смотрела на мощные лапы вожака, на его шрамы, следы былых сражений. Но когда пришло время уезжать, джип ответил лишь глухим щелчком стартера. Аккумулятор сел. Воздух в машине мгновенно стал тяжелым. Алиса почувствовала, как по спине пробежал холодок. Львы, до этого казавшиеся ленивыми кошками, мгновенно преобразились. Вожак поднял голову. Он медленно встал, потянулся и начал обходить машину. Он подошел вплотную к борту со стороны Алисы. Между ними не было стекла, только открытый проем джипа. Лев остановился. Его глаза цвета расплавленного янтаря смотрели прямо в ее зрачки. В этом взгляде не было ярости или голода. В нем была непостижимая, древняя уверенность и сила, перед которой меркли все достижения цивилизации. Алиса забыла, как дышать. Время растянулось. Она чувствовала запах его шерсти, сухой травы, крови и дикого зверя. В этот момент она поняла, что ее экипировка и знания из книг — лишь бумажный щит. «Не двигайся», — едва слышно прошептал Даниэль. Лев издал низкий рокот, от которого завибрировал сам воздух в легких Алисы, и просто прошел мимо, ложась в тени машины. Через 10 минут Даниэлю удалось оживить мотор, и они медленно отъехали, оставив Прайд позади. Алису била дрожь. Это был не страх, а экстаз от соприкосновения с чем-то истинным. Спустя 2 дня уже в Уганде они отправились на пешую прогулку в сопровождении 2 вооруженных рейнджеров. Это был другой опыт. Контакт с землей, запахи трав, хруст веток под ногами. Алиса увлеклась фотографированием редкой птицы, нектарницы, чье оперение переливалось всеми цветами радуги. Сделав несколько шагов в сторону, затем еще несколько в густые заросли кустарника, она не заметила, как группа скрылась за пригорком. В саванне звуки обманчивы. Кажется, что люди рядом, но на самом деле их разделяют сотни метров густой растительности. Она обернулась. Тишина. Только стрекот цикад. «Даниэль?» — позвала она, стараясь не паниковать. Ответа не последовало. И тут она увидела его. Из-за термитника, всего в 15 шагах, вышел лев. Тот самый. Она узнала его по характерному шраму над правым глазом и необычайно темной гриве. Невероятно, но он прошел многие километры от границ парка и оказался здесь. Страх, который она испытала в джипе, был ничем по сравнению с этим. Здесь не было металла, не было Даниэля. Была только она и царь зверей. Алиса вспомнила главное правило — не бежать. Бег — это сигнал для хищника, что перед ним добыча. Она замерла, превратившись в статую. Сердце колотилось о ребра так сильно, что ей казалось, лев слышит этот стук. Лев медленно приближался. Он шел не в позе охотника, а скорее с любопытством старого знакомого. Подойдя почти вплотную, он обнюхал ее ботинки, затем ее ладонь, которая безвольно висела вдоль тела. Его дыхание было горячим. А затем произошло нечто необъяснимое. Вместо того, чтобы напасть или уйти, лев просто сел рядом с ней, повернувшись спиной и глядя в сторону густых зарослей. Через минуту оттуда показались пятнистые тени. Стая гиен, учуявших одинокого человека, кружила неподалеку. Но, завидев льва, они не решились подойти и с недовольным воем скрылись во враге. Лев оставался рядом, пока вдали не послышались крики рейнджеров и шум мотора. Как только люди показались на горизонте, зверь поднялся, бросил на Алису прощальный, почти покровительственный взгляд и бесшумно растворился
в высокой траве. Когда рейнджеры нашли ее, Алиса стояла на том же месте, не в силах пошевелиться. Даниэль подбежал к ней, бледный от ужаса, но, увидев ее лицо, осекся. В ее глазах не было ужаса. Там была тишина. Вечером, сидя у костра под куполом южного неба, Алиса смотрела на пламя. Она понимала, что эта встреча не была чудом в религиозном смысле. Это был момент абсолютной настройки. Природа не была доброй или злой, она была справедливой и цельной. Лев не спас ее в человеческом понимании. Он просто признал ее частью этого мира, имеющей право здесь находиться. Алиса вернулась домой другим человеком. Ее коллекция впечатлений больше не была набором фотографий и сувениров. Теперь в ее груди жило эхо львиного рыка и бесконечное пространство саванны. Она поняла, что уязвимость — это не слабость, а открытость миру.